Это наше детище, мы его сделали своими силами. Катюша называем, позывной Бабайка. Потому что командир нашего подразделу позывной Бабай. Ну что здесь? 4 трубы, ступица с КАМАЗа, для того, чтобы это все дело вращалось. 2 рычага гидравлических. Этим поднимаем вверх, этим плавненько опускаем. Это вправо-влево. Таким образом мы наводим орудие. Вот прицел, панорама. Выставляется это орудие, получаем цель, наводимся и огонь. Значит, дальности до 20 километров, в зависимости от вида заряда. Вот он как устроен, можете посмотреть. Вот у нас есть стартовый двигатель здесь находится. Вот. Заряды все разные. Есть осколочные, я же говорил уже, есть фугасные. И уже отбираем по целям, какая цель, такой снаряд и берем. У нас на расчете 4 человека. В салоне выведены кнопки, пульт управления, скажем так. Вон, коробочка. Мы сейчас под напряжением, трогать ничего нельзя. Ну вот, синенькая мы включаем. Подается, ток подается на нашу установку. Вот 4 выключателя. Первая ракета, вторая, третья, четвертая. Отработали, навелись, с кабины отстрелялись, попрыгали. 7 минут и мы уехали максимум. Больше там находиться нельзя. Вот крайний раз, когда велся с него огонь, с этой установки, мы уехали, и через 13 минут туда был прилет. Но нас там уже не было. Идея родилась, потому что нужно что-то делать. Наш батальон, он не имеет на вооружении ничего серьезного, как бы. А где взять, никто нам ничего не даст. Вот решили вот такое вот сделать, чтобы как-то активизироваться. Делали с нуля. Были только трубы и все, и машина. Все остальное придумалось по ходу. Придумывали сами. Перевели кучу бумаги, кучу чертежов. Это достаточно добротный материал, который, вот видите, как он сварен. Площадки варились в Харькове. Все остальное варились здесь уже на нашем батальонном рымбате. Просили знакомых, родственников, волонтеров, привозили вот эти вот цилиндры, вот эти шланги, покупали за свои деньги все это. И получилась вот такая вот штука. Ну, чтобы вы понимали, это все обошлось в районе 50 тысяч гривен. Самое дефицитное – это трубы. Это орковские. Когда они отступали, видать, в попыхах забрали. Они просто валялись разобранные. Они были, некоторые были сгоревшие, кривые, покрученные, а некоторые вот что удалось отобрать. Они достаточно в хорошем состоянии. Мы их почистили внутри, именно, чтобы было все четенько. Больше пока у нас нету труб. Тут можно их наставить больше, но пока нет. Будем надеяться, что будет. И прицелы. Панорама. Уже было все готово, панораму с трудом нашли. Ну, куда стрелять? Стрелять, ну-то можно, а куда ты попадешь? Без панорамы ты никуда не попадешь. Направление этого мало. Нужно точечный, ну, это, понятно, не Хаймерс, но надо понимать, куда стрелять, а не просто так лупить. И 93-я дала еще специалистов, которые стандартные грады, заводские. Они еще нам и минометчиков поднатаскали, и нас по точности ничем не уступает заводским установкам. Наша цель и наше бажание, чтобы их было таких на батальон штук 5. Тогда нас признают и дадут нам задачу, и дадут нам цель, и все. А работать мы хотим, желаем и будем.